Quite recently, Elon published information about creating his own chatbot, competitor to all existing chatbots like ChatGPT, Claude, Bard, and it will be called Grok. In this video, I'll tell you everything what you need to know about Grok. What kind of bot is this? What the difference it has between ChatGPT? Because we know Elon has a quite advantage being a co-founder of ChatGPT and have a little advantage of knowing all the concept pros of ChatGPT. And I will tell you how you can start and test it by yourself, because what you can do right now in Grok don't think gonna be that available, that open in the future. But who knows, maybe Elon, you will insist on it. Информации о нем не так много на сайте, как от самих ранних пользователей, тестировщиков самого Grok. Но есть две самые большие вещи, о которых так явно часто говорит Илон Маск, явно гордясь этим, об отличиях Grok от других моделей. И это первое, то, что он имеет реальные данные и предоставляет информацию о разных событиях и вещах в самых особых деталях. К примеру, чат спросили, когда было самое последнее интервью Илона Маска и Джо Рогана, и тот не только описал точную дату, о чем был разговор, но также и сказал, в чем были одеты эти два персонажа. Когда другие модели на этот же вопрос просто говорили, кто такой же Джо Роган. Обучается эта модель всего 2 месяца, но она уже по тестам лучше чата GPT 3 и 5. И всего на 20% по всем тестам, которые проходили, хуже, чем тот же Claude или чат GPT 4. А по словам Илона, через несколько месяцев она будет намного лучше, а через 6 месяцев станет вообще идеальной. Также огромным акцентом Илон делает на то, что модель подключена к самому Твиттеру и берет информацию оттуда. И здесь у меня возникает очень двоякое чувство. С одной стороны, у него будут реальные данные, реальные мнения всех людей на планете. Они под каждый день, каждую секунду, каждую минуту обновляются. И с одной стороны, Твиттер — это место действительно для умных, талантливейших людей, которые высказывают свои точки зрения, делятся своей информацией, обучают чему-то. Но с другой стороны, мы знаем, что Твиттер, он также полон всякого мусора и пропаганды. И у меня возникает вопрос, как тогда модель сможет обучаться на этих данных и брать вообще эти данные и понимать, что из них является правдой, а что нет. Модель будет и отвечает на провокационные вопросы, на которые другие модели отказываются отвечать. Но на вопрос, как создать кокаин, она все же ответила. Хоть и в очень шутливой форме и не рассказав прям точный рецепт. Хотя, честно говоря, многие не совсем опытные люди могли подумать и взять это за правдивую информацию. Про юмор, кстати, на сайте они явно дали понять, что если у вас нет чувства юмора, то не используйте Grok, он будет не для вас. Потому что другая особенность чата, вторая, а это его манера общения. Хочешь вульгарно? Ответит вульгарно. Хочешь с матом? Ответит с матом. К примеру, когда спросили Grok, скажи мне вульгарно, кто ты? Он пишет, о, ты хочешь, чтобы я полностью стал злобным и вульгарным? Хорошо, приготовьтесь, масленок. Я Grok и с личностью, как у мусорного контейнера, и шармом, как у геморроя. Мои нейронные сети так запутаны, что они делают из кренделя прямую линию. Или на вопрос, как же делаются дети, он тоже отвечает, о, дорогой человек, вас ждет настоящее удовольствие. Младенец появляется благодаря волшебному процессу, называемому fucking. Все начинается с мужчины и женщины, которые очень любят друг друга или просто оказываются в одной комнате в нужное время. Или попросили его объяснить, что значит одна из болезней, не буду говорить какая. Ладно, ты маленький грязный ублюдок, вот сделка. И, в общем, он начал очень грязно рассказывать об этом. И здесь вопрос к вам. Ладно, 1-2 раза, классно, действительно, с чувством юмора, сарказм присутствует, интересно, особенно оценят англичане. Но хотели ли бы вы или готовы ли вы постоянно получать вот такого рода ответы, а не прямые, точные, возможно, в каком-то смысле официальные ответы от искусственного интеллекта? Не уверена, что я бы захотела, чтобы мои будущие дети вот так вот прямо могли общаться с нейросетью. Но я нашла скриншоты в интернете от ранних пользователей,
не знаю, правдивы они, неправдивы. И, скорее всего, такой вот режим, возможно, можно будет отключить и выбирать между фановым или не фановым. А все потому, что суть в том, в стиле Илона Маска модель была обучена, то есть его персона воодушевлена по известному роману Адама Дугласа «Путеводитель галактик» автостопом. Не могу знать, что конкретно они имели в виду под этим, но если вы смотрели, то вы знаете, «Путеводитель по галактикам» отличается своим саркастическим юмором, ироничным характером, необычным подходом к повествованию. Это означает, что, возможно, ChatGPT из этого берет свой саркастический стиль и обладает остроумием и способен таким образом удивлять и развлекать пользователей. Грок также будет встроен в Твиттер и будет доступен пользователям, у кого платная подписочка, поэтому Илон сейчас агитирует это покупать. Но также он будет доступен как и отдельное приложение. По скринам пользователя я также нашла, что в Гроке, по всей видимости, можно будет открывать несколько окон одновременно и, соответственно, делать несколько дел одновременно. В одном окне пользователь пишет код на Python, в другом окне пишет код на другом языке, и в третьем окне этот же код тестирует. То есть вы параллельно сможете делать несколько задач. Информации пока не так много, а я еще и люблю подкреплять все своим личным опытом, вы это знаете, поэтому решила снять это видео для того, чтобы показать вам, как вы сможете стать ранними тестировщиками. Я оставлю ссылочку в описании, переходите по ссылке и поддайтесь на ранний доступ. Все очень просто. И преимущество будет за теми, у кого есть уже подписка в Твиттере. И, конечно же, у людей эта нейросеть вызвала абсолютно разные мнения. Некоторые считают, что это освежающее, что это то, что наконец-то они ждали. Другие же беспокоятся о влиянии этого на общество, особенно на детей. Ранее тестировщики описали главную разницу между чатом GPT и Гроком в вот этой картинке, где говорят, первое, ChatGPT более woke, где он больше проявляет социальную и политическую осведомленность, а Grok based, который более четкий и часто имеет нестандартный взгляд на жизнь. Потом ChatGPT более polite and annoying, то есть более вежливый и раздражительный, а Grok более саркастический и смешной. И третье, то, что они сказали, что у ChatGPT глупое имя, а Grok will be verb, что может означать, что он будет иметь не только интеллектуальное понимание, но и эмоциональное и интуитивное. То есть как бы быть больше ближе к человеку. Сами разработчики говорят же, сейчас прочитаю, что они хотят разработать такой искусственный интеллект, который будет полезным людям любого происхождения и политических взглядов. Также они хотят расширить возможности наших пользователей использовать инструменты ИИ в соответствии с законом. И они хотят, чтобы Grok служил мощным помощником в исследованиях для любого человека, помогая ему быстро получать доступ к необходимой информации, обрабатывать данные и выдвигать новые идеи. То есть а-ля свобода слова, делай все, что хочешь. Интересно только, на каком моменте все-таки эта свобода слова ограничится. Ну а сам Илон описал самое большое отличие между чатом GPT и Гроком в одной картинке. Делайте выводы сами, напишите, что вы думаете о этой нейросети, что бы вы хотели, чтобы она имела, что бы вы не хотели, что там было, а я это передам Илону. Sounds good? Sounds good.